У томатов и перцев в период роста и созревания плодов может случиться такая проблема, как загнивание верхушки, которая называют вершинной гнилью. Данная проблема встречается довольно часто, и происходит это, как правило, из-за нехватки кальция. Кальций – важный элемент для растений, в частности и для перца и томатов. Он содержится в почве, откуда и попадает в растение, но бывает, что его не хватает или растение не усваивает этот элемент по каким-либо причинам. Кальций у растений участвует в строении клеток. Он укрепляет клеточные стенки, делает растения более стойкими к вредителям и болезням. Его дефицит приводит к плохому развитию корневой системы, плохому обмену веществ, что приводит не только к ухудшению роста, изменению размера и вида листьев, но и к вершинной гнили, которая начинается с появления маленького пятна в месте, где крепится цветок. Пятно стремительно растет, и в результате весь плод поражается гнилью. Больше всего вершинной гнилью подвержены вытянутые сорта. Это обусловлено их формой, а также розово-плодные сорта, так как они имеют тонкую кожицу. Сама вершинная гниль не является заразной. Однако гниющий плод на кусте может спровоцировать рост патогенов, поэтому если поражено несколько плодов на кисти, их лучше убрать. Однако если поражена вся кисть, ее лучше не трогать, так как это может спровоцировать резкий рост других плодов, что может привести к поражению их вершинной гнилью. Даже при достатке кальция в почве растение может не успевать его всасывать из-за высокой температуры воздуха и нехватки влаги. Такая проблема чаще встречается в теплицах, где температура может подниматься выше 35 градусов. В таком случае нужно усилить проветривание. Также следует следить за влажностью почвы, следует не допускать сильного колебания влаги. В этом деле поможет мульчирование, которое не даст сильно испаряться влаги и будет поддерживать влажность почвы примерно на одном и том же уровне. В жаркую погоду помидоры и перец умеренно поливаем 3 раза в неделю. Подкормить растения кальцием можно при помощи яичной скорлупы. Яичная скорлупа богата кальцием, однако он находится в ней в плоходоступной для растений форме, в виде карбоната кальция. Чтобы кальций преобразовать в легкодоступную для растений форму, можно использовать столовый уксус. Для приготовления подкормки берем 1 десяток скорлупок, измельчаем и помещаем в литровую банку. Далее заливаем пол-литра 9% уксуса. После внесения уксуса начинается бурная реакция, поэтому лучше даже использовать банку побольше, так как пена начинает вываливаться из банки. Далее, когда реакция стихнет, прикрываем банку крышкой, не плотно, так как все равно будет выделяться углекислый газ. Может сорвать крышку. Настаиваем раствор 5-7 дней, периодически помешиваем. Спустя это время разводим 1 столовую ложку настоя в 1 литре воды и делаем опрыскивание по листу. Либо поливаем под корень, по влажной почве по пол-литра под куст. Такую подкормку можно использовать для профилактики вершинной гнили раз в 10-14 дней. Спасибо за просмотр, и не забудьте поставить лайк, если понравилось данное видео, а также подписаться на канал. Хороших вам урожаев!